Господа, вам, наверное, интересно, как там у меня дела в Викингах? И вы знаете, все отлично, продолжаю развивать собственный замок. И, кстати, вы знаете, что Викинги разыграли уже кучу крутых призов. А в этом месяце есть интересный замес. Человек может сам выбрать приз. iPad Air плюс смарт-клавиатура, PS4 плюс VR-очки или электросамокат. И все, что нужно для этого сделать, это дойти до 10-го, минимум до 10-го уровня дворца до конца сентября. Ну и само собой будет суперприз. Это MacBook Pro, и забрать его сможет человек, который достиг самого высокого уровня дворца среди всех остальных игроков до конца месяца. Вы представляете? В Викингов уже более 20 миллионов игроков, и каждый для себя найдет то, что ему реально по душе. Кому-то нравится только сражаться и соревноваться, а кто-то найдет себе союзников и создаст свой клан. Уникальные игровые механики, широкий выбор воинов и возможность создавать свое вооружение и снаряжение. Только ты выбираешь, что тебе прокачивать и как развиваться. Как вы знаете, каждый клик по ссылке в описании делает так, что мои проекты заканчиваются быстрее. Поэтому, пожалуйста, скачивайте Викингов именно по моим ссылочкам в описании под этим видео вот здесь. И вдобавок к этому вы получите 200 голды и бесплатный щит в подарок. Все-таки на бусике поездить нормальный стиль. Да, Владимир? Что мы делаем сейчас? Мы, смотри, во-первых, включаем звук. И сейчас зрители офигеют, какая разница. И зачем мы тратим такие бабки на звук. Вау, полилось. Здравствуйте, господа. А вот так мы этот звук синхроним. И мы находимся сегодня в Петергофе вечером, потому что мы продолжаем рубрику дешевки, только они будут в рубрике оффроуд. Давненько не было оффроуда. И мы сейчас попытаемся с вами купить нормальную тачку. Легендарную. Практически. Это что, салют? Это в нашу честь. Вадим, это салют, Вадим. Поздравляю тебя. С покупкой В нашу честь. Слушай, пышно празднуем. Салют хороший такой. А запах этот непередаваемый. Руля? Мне кажется, нет. Не, ну просто если я поем сейчас побольше кашки, то у меня... О, видишь, ну не вырвал. Тормоза. Самое главное на оффроде, Немного я антифриза. тебе могу сказать, Вот, это лопата. С Не, у этого меня... надо начинать. Это, Вообще ну, оффроуд. это неправильная лопата. Неправильно, но она Надо, есть, надо какая штык, разница? штык нужен. Только Блин, ну штык. когда хоть какая-то есть. А я это для могу. города. Это Да. для... Это... Вот. Владян, ну ты... Не, ну это для особых случаев. Нельзя. А мы строители. Да, мы с ножиком. И ножики же нельзя. А это на случай, если поесть захотела, можно в ресторан зайти. И для особых случаев есть. Все нормально. Да, вот то, что вообще комплектация максимальная. Отлично. Тихо, сейчас он прямо, смотри, заведется. Ну или как-то так. А он на палочке, он на автомат или палочка? Палочка, прекрасно. Тогда я, наверное, первично бустер принесу сейчас. Давай, Попробуем да. с него пускануться. Давай без прогрева. Вот это, бля, тема. Вот так папа пришел. И все решилось, видишь? Какой крокодил жесткий. Вообще жесть. На таких колесах выглядит еще длиннее. Ох уж этот запах. Ты смотри, какой салун. О, и дальний включен, да? Свеклоподъемники. О, май гад. Давай им поможем. Эти зеркала, кстати, от УАЗика или Газели, да? Вот это вот. Или это родные такие? Это нет. По-моему, это или УАЗ, или Газель. А хабы у нас постоянно в режиме... Это АВМовские хабы. Они, да. Вот они. Так это АВМ. Они сейчас рассыпятся все. Блин, вот это жесть. Просто такой гробовоз. Ручник! Да? Костя! Работает? Да. Мне не тронуться было с места. Ну попробуй. Я-то завтра попробую. Я вам прикрою, доводчик сработает. О, все. Смотри, она ездит. Нифига. О, полный привод работает. Это замечательно. Это замечательно. А мост задний был с блокой или без? С блокой? Честно, не знаю, работает ли она, живая ли она. Замечательно. Слушай, ну полный точно работает. Слышно, как у тебя все буксует.
Ты готов? Это вместо гудка. Да, это очки, а это зажигалка. И я вот так перед тобой буду идти, и вот так вот тебе дорогу. Сейчас, погоди, не розжиг. Сейчас. Все, сломал. Во. И так вот. И все, я буду штурманить. Все, Слушай, мы команда, все, поехали. Да. давай попробуем. Давай. Блин, ну он, конечно, гнилой, просто в щи вообще, там нету машины уже. Да ладно, блока работает, охренеть. Завтра будет жестко. Задняя блока, полный привод и 2.8 дизель. Сейчас, если договоримся за 100, то надо забрать. Потому что это жестко. О, смотри, 2 лампочки есть, да? И еще нет, больше нет. Но мы где-то рядом. Это очень жесткий крокодил. Итак, что же мы купили за наши 100 тысяч рублей, ребята? Это, конечно, немного противоречит концепции дешевок, которые мы обычно покупаем за 50. Ну, давайте скажем честно, это полноценные 2 дешевки. Даже если мы их сейчас распилим пополам, это будут 2 по 50. Но, на самом деле, такое количество железа, ребята, за 50 его, наверное, ну, вообще не купишь. Или как-то, чтобы вот она вот так просто всплыла. Мы же покупаем тоже просто, что висит в объявлениях вообще вот на сайте. Это же не по знакомым, ничего, все же наживую. За 100 вот это в любом случае, даже по технике, я считаю, что стоит. Ну, в конце видео объясню почему. Но если рассуждать о фактическом состоянии, знаете, ведь все же верят, что можно за их там 50 или 100 тысяч рублей, ну, допустим, 2 по 50, купить хорошую тачку. В этом случае опять нет, господа, потому что если мы попытаемся это все рассматривать, если мы говорим про коррозию, в машине нету ни одного кузовного элемента, который можно было бы оставить или восстановить. Абсолютно ни одного. Двери понизу, смотри, каждая дверь делает вот так. Все, их расшило просто по нижней кромки. Аналогично. Задние крылья, крышка багажника, даже капот. Капот хотя бы здесь выглядит нормально. То есть его хотя бы можно оставить. Хотя, если мы его откроем, вся кромка вот там внизу, она уже вся разошлась. То есть еще полгода, и дыры уже полезут на вылет. Возможно, пластиковая вот эта вот морда, это единственное, что все-таки как-то, наверное, возможно сохранить. Ну и типа бампер, он же железный. Его же можно, наверное, как-то отпесочить, покрасить, но опять же, все это уже очень удручающе. И это только то, что мы видим снаружи. Если мы сейчас посмотрим, а мы посмотрим сейчас салон. С салоном мы специально сняли для вас один чехол, потому что одеты на салон чехлы, и как бы в чехлах это просто страшно. Но вот то кресло, на котором чехол снят, понятно, что в него гадили в прямом смысле этого слова, и по большому, и по маленькому. И потом эта машина какое-то время, это и очевидно из запаха, из вот таких вот грибковых явлений, которые, видите, это даже, это вот типа пластик или мягкий какой-то пластик, и даже он порос плесенью. Заплесневело здесь буквально все. Потолок, кресло, пол, дверные карты. Все, что могло хоть как-то приютить на себе плесень, все пошло плесенью. Запах стоит отвратительный. То есть она, скорее всего, всю зиму или, может быть, там полгодика, с год где-то простояла в очень сыром гараже. Боже мой, я отсюда вижу елочку, которая вонючка, но мне кажется, ей уже прямо хочется умереть. Просто, пожалуйста. И в связи с этим мы получаем, что если вы хотите на этой машине, допустим, вы хотели на ней ездить повседнев, этот салон нужно весь вытащить, разобрать, и не факт, что это у вас получится, потому что из-за этой сырости, в которой он стоял, болты и крепления салазок к полу, они уже представляют собой некий единый целый такой монолит с ржавчиной. Совершенно не факт, что это все открутится. То есть салон нужно достать, весь ванишь, замочить в каком-нибудь там мистере
пропите или чем-то, короче, вот этом вот. Но с креслами вопрос останется открытый, потому что они же там... Ну, с них-то уже вот это вот отдельно ты обивку не снимешь, короче. И, блин, это все равно запах этот не выветрится. Это будет очень страшно. Объем работ, который по этой машине предстоит, титанический. И далее, если ты сделаешь этот салон, ты все равно понимаешь, что кроме салона ведь больше ничего нет. Так, давай-ка, братишка. Опачки, располагайся. Нельзя без говна было дело провернуть, а? Нормально. Короче, мы решили взять с собой братишку на тот случай, если моего ножа не хватит, а он без пера из дома не выходит. Вы все прекрасно это знаете. Куда ты скребешься, дятел? Там на дело, а ты соскочить хочешь, да? Брат, это еще одна тачка, которую ты обосрал. А мы с тобой бандиты. Уйди нахрен сюда. Тебя пристегнуть, что ли? Все обосрано. Просто трындец. Да я знаю, что вторая. Я знаю, что вторая. Да. Я помню. Да, короче, сходи добазарься с этим Костромским. Фура не местная. Значит, проблем не будет. А мне остается немного. На самом-то деле. Посиди. Я сейчас договорюсь. Будет заправочка. Тимон! Да, Гусь! Давай быстрее валим. Ну его нахер. Я тебе сказал, блядь, следить. Хер ли тебя не было там, а? Охрандос как подскачет. Гусь, я тебя просто попросил посмотреть культурно, хер ли тебя не было рядом, когда это надо, а? Что ты орешь? А я тебе что говорил? Да надо было просто зайти, ствол на нее поставить, она бы сама все отдала. Хер ли ты разбазарился при ней, а? Мудила, у каждого по травмату, я чуть не охренел там договариваться. Я тебя просто попросил постоять на стреме, где ты был, мудила. 90-е ходил, без пера из дома не выйду, хер там. Я в тебя верил. Да, конечно. Непонятно-то, иди нахер отсюда. Так, ну вот мы стартанули со светофора. Сейчас мы будем пытаться успеть с потоком. Мы в полу, мы не успеваем. Я бы не сказал, что поток валит. Поток же не бывает, что весь прям валит и дико разгоняется. Ребята, он на пределе прямо. Это даже если поток спокойно трогается. Ты всегда на этой тачке едешь газ в палас. Смотри, с горы 80 на 4-й. Сейчас подъемчик пойдет. Не, ну 80 даже тянет, я согласен. Если на 2000 оборотов выйти, даже тянет. Но мне кажется, вот 80-100 это прямо предел. Ну, короче, да, это не для трассы, очевидно. Для трассы надо было брать такой бензиновый, скорее всего. Короче, у нас остается один вариант с этой тачкой. Это проверять, что же она может на оффроуде. Потому что у нас какие-никакие, да колеса, какая-никакая, да коробка, раздатка. И главное, ого-го, какой двигатель. Да, кончилось, на самом деле, буквально все. То есть ржавчина, она через каждые 5 сантиметров, даже стойка. Вот это ржавчина, это ржавчина, это. Вот так все пошло, арка. Вы видите, что вот это вообще сделано просто куском резины. Это то ли транспортированная лента, то ли что-то, которое вот на саморезах к накладке к фендеру прикреплена, чтобы фендер, видимо, не отвалился. И даже если мы говорим в технике, то, к примеру, если вы захотите сейчас поменять здесь резину, вот эти шпильки, они стали уже единым целым с гайками, которые на этих шпильках. Причем единым целым они с ним стали очень давно. И нет никакой гарантии, что это сейчас отвернется, а не будет сворачиваться вместе со всеми шпильками. И тогда вы попадаете на замену тормозного диска. Открутится ли он? Вот это хороший вопрос. А этот тормоз, к примеру, я точно вижу у нас, что не работает эта тормозная машинка, потому что диск не заполирован. Он так ржавым и остался с момента, как мы эту машину забрали. Исходя из этого, мы, конечно, сейчас приехали на оффроуд и шины даже спустили до целых 0,7. Учитывая вес этого автомобиля, это 2 тонны. Эти 0,7 хорошо его расплющили. Но плющить его в нормальное, прям чтобы он
четко ехал на результат. Не хочется, потому что мы не сможем потом это колесо или снять, или забортировать обратно. И даже эта резина, которая у нас на машине осталась, у нее, это, конечно, понятно, что Cooper Discovery RST в принципе изначально не был супер гребущий. Это такая вообще городская, обычная гражданская тэшка, чуть-чуть, чтобы на песке поездить. Но она еще и лысая и стертая. То есть добавок к этому... Здесь вообще все печально. Единственное, что в этой машине осталось и что в ней работает, на удивление, это техника. То есть здесь с полтычка заводится двигатель, он работает и тянет. Здесь работает задняя блокировка принудительная, которая электрическая. Работает понижайка, полный привод. И все это реально куда-то едет. Кстати, она даже подготовлена под оффроуд. У нее установлены проставки, 2-дюймовый лифт подвески. Она сделана повыше. И колеса у нас всего 31-е, что для этого мамонта мы даже в пропорциях видим, в общем-то, ни о чем. То есть 31 это хорошие колеса для Нивы, которая весит в 2 раза меньше и короче и так далее. Вот на ней бы это смотрелось. Здесь нужны минимум 35-37. И эти мосты их будут держать. Но такая резина стоит денег. Больших, чем стоит машина. Кстати, на секундочку, да. Поэтому пробуем то, что есть. В нашем арсенале задняя блокировка, супер понижайка, супер дизель, усилитель сцепления. Мы заправили даже дизелька, у меня работает печка. Очень жесткий крокодил, он уничтожит горку. Да, мы осознали все преимущества длинной базы. Длинная база это топ. Надо пробовать следующие препятствия. Давай сдернемся сейчас. Благо мы же подготовленные дофига. И все. Далее мы тянем за кузов, который ходит на раме. То есть сейчас возможен прям вариант, что кузов уедет, а рама нет. Когда тянешь просто кузов там на раме, просто чувствуется, как ему очень здорово. Препятствие, которое не одолел Range Rover. Лучше ли она, чем Range Rover? Конечно, да, сейчас узнаем. За 100 тысяч все лучше, чем Range Rover. Вообще, все что угодно. Та самая яма, в которой Range Rover однажды сидел. Она, кстати, сильно обмелела. Это несправедливое сравнение. Давай, хода. Все, огонь. Просто огонь. Ни хрена она прет. Просто вот это вот зверюга, блин. Но сюда-то мы не заедем, понятно, что мы рампу в конце поймаем. А нам нужно заехать чуть левее. Хабы проскакивает. По-моему, это левый хаб проскакивает. Но она все равно... Вот здесь-то рампа ее как раз и погубит. Блин, сколько здесь мотора. Какая шикарная понижайка. Как мне это все нравится. Не села? Да ладно! О, вот эта тачка. Вот сейчас понравилось прямо. Кажется, я нашел ключ к этой тачке. Длинная база – это офигенско тащилово в подъемах. На таком моторе, на такой понижайке у нее распределяется вес на подъеме идеально. Я офигеваю! Кузов слезает с рамы по ощущениям. Вообще могучий аппарат. Я понял, короче, в чем прикол этих тачек. Я реально понял. Ей просто не хватило рампы. Трындец, это трактор. Что-то по ощущениям это шишигу напоминает такую, знаешь. Но она уперлась в рампу. Но как бы это не ее проблема, если честно. Как царь просто. Это только сцеплением я. Обалдеть тачка. Блин, меня начинает, короче, это как-то нереально прямо штырить. Погоди, отсюда ходами смогу я прочертить, нет? Да, вот это охренеть, вот это телега. За 100 тысяч рублей. Фига она лезет. Это абсолютно лысая. Ну ты посмотри, это можно назвать резиной. Такая понижайка, такой мотор. Просто она вообще не напрягается. Космос какой-то.
Теперь я понимаю, почему тут сюда реально вот надо просто 40-е огромные грузовые колеса. И обалдеть. За 100 тысяч рублей. За 100 тысяч рублей. И получается, смотри, блокировка зад уже есть. Хода есть сумасшедшие. Нужно к этим 100 тысячам рублей, по идее, еще приложить больший лифт подвески. Колеса типа 38, минимум сюда нужно 30. Трактора причем, сразу в щи нахрен. Все, понижай есть, передаточные в мостах, походу, злые. Мотора, вот. Ну, шноркель там, понятно, это чуть-чуть. И с кузовом ничего не делать. Ну, только понять, знаешь, я когда вниз стал спускаться, у меня понижайку выбило, кузов съехал вперед, короче, и рычаг вытащила из положения. Понижайка, ситуация. И проскакивает хаб. Ну, потому что хабы это... Я не люблю. Надо что-то еще, я считаю. Я ставлю 200%, по моему мнению, что она не заедет. На этой резине точно. На других колесах она бы заехала. На этих не должна. Вот, как я и говорил. Раскачечка. Погоди. Она карабкается. Да ладно! Вот это патруль! Давай, бро! Совсем на холостых! Блин! Это было реально жестко. Сейчас заедет, да не может быть. Но в конце она, конечно, рампу поймает. Вот это мотор. И у нас нет передней блоки, я вам напоминаю. Я так дозирую усилие. Это просто невероятно. Я могу вот так ехать, серьезно. Да, вот это прикол. В глине, на такой-то резине. Ребята, нам просто не хватает передней блоки, и все. Только передняя блока нас отделяет от этого всего. Сейчас накатаем. Блин. Чуть-чуть. Вот здесь вверху всегда рубилово. Давай траекторию поменяем. Апочки. Ну прям я совсем в натяг иду. Вообще, как можно газ дозировать, а? Вот это космос. Я могу останавливаться на двигателе без тормоза, потому что столько момента. Вот это задница. Как он прет, а? Охренеть! Вот это чудовище! На этой-то резине! Блин, вот эта тачка! Вот эта тачка, а! Как она позволяет играться! Сколько тяги! Колеса так просто идеально! Какие ощущения на сцеплении ты чувствуешь буквально где-то чуть-чуть! Вот настолько колесо провернуло, все в твоей власти! Обалдеть! На этой наконченной резине, которая сразу замылилась, она каким-то чудом. Но видишь, длинная база, опять же, она нереально длинная. То есть у всех какие проблемы? Типа, колеса так совпали по ямкам, что их раскорячило, а у меня они не совпадают. У меня морда уже ямки прошла, а зад еще в них не погрузился. И я на этом играю. Обалдеть! Обалдеть, вот это круто. Какой кайф ты получаешь от оффроуда. Вы просто не представляете, ты прям вот, ты чувствуешь ее, она прям тебя продолжает. Ты такой обалдеть, 91 год, 100 тысяч рублей. Вот тогда как это было новое, а? Обалдеть, вот это реально тачка. Но, к сожалению, этот кузов уже... То есть мне идеально в ней нравится это железо, эти мосты, это двигатель, эта коробка, эта раздатка. Супер! Но все остальное мне в ней не нравится. Я бы сделал, знаешь, как что-то очень легкое, буквально... Вот опять же стиль Шишиги, чтобы кабина, рама и вот это вот все едет. Как это было бы божественно. Так, ну вот здесь глина. Глина это вообще не ее. Блин, как ходит кузов, а? Как ходит кузов, просто я чувствую это на педалях, вообще на всем. Ой, под глиной
Ну и, соответственно, да, у нас нет резины, поэтому на глине, наверное, ее... Но это бред, да. Это просто бред, но тем не менее. Так, а сюда она сможет заехать? Ну-ка. Блин, ну-ка, перевернется, нет? Давай, 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 сможешь! Сможешь! Да нет! Это невозможно! Вот эта штука, она не переворачивается. Вот это я не ожидал. А если мы еще круче возьмем? Давай! Ее невозможно перевернуть. Это не BMW же все-таки, да? Хода. Нет, она не переворачивается, бро. Обалдеть, вот эта тачка. Нереально. Нереально, она не переворачивается. Как тебе такое, а, BMW X5M? Что? О боже, мост вырвало. А ее невозможно перевернуть. Да вообще вот так я уже просто висел. С ней даже не снимешь качественную постанову. Блин, ну оборвало мост, это, конечно, да. Ой, как его там вырвало оттуда. Смотри, с куском рамы прямо, вообще рама пополам. Слушай, ну мы хотели снять переворот, но я считаю, что это бред. Это невозможно. Если ты хочешь снять, он не переворачивается. Мост вообще огонь. Ладно, давай глушите, финалиться. Это просто гребаный танк, господа. Это что-то абсолютно невероятное вообще. Я не представлял, что так может ехать. Такое ощущение в конце сейчас было, что у нее как будто есть еще и блокировка передка. Хотя нет, мы 100 раз наблюдали, когда все-таки одно колесо переднее. Или может там преднатяг, но крутились оба же передних колеса. Только что это было видно на видео. Если бы там был свободный диф, она бы вообще не представляла, что патруль может так ехать. За 100 тысяч рублей машина с идеальной психологической проходимостью. Я хотел ее перевернуть. Мне было абсолютно фиолетово. И мы бы ее перевернули, мы бы ее лебедкой поставили бы обратно и поехали. Ей просто до фонаря. Абсолютно. За 100 тысяч рублей, блин, да это космос. Но все равно я не согласен. Я не согласен. Мне очень это все нравится, меня это все вставляет, но нифига. Я не согласен с тем, что она такая длинная, тяжелая и такая железная. Вот это бы все железо, эти мосты, эту безумную понижайку. Мотор просто нужен злой мотор, но вот, допустим, даже с этим. И это все на маленький вес бы сделать. И это все по-человечески скомпоновать. И тут мы вам рассказываем, зачем мы вообще купили патруля. И почему на самом деле он стоит 100 тысяч рублей, даже если он полностью непригоден для эксплуатации на дорогах общего пользования. Это выгодная покупка, и я с нее заработаю. Вот так пройди хотя бы в кадре. А почему было Русавто, а стало Олимпавто? Новая станция. Новый день, новая станция. новая А чего станция. добился я? Ну
туда ты говори, все, я пойду. У меня нет микрофона. Вот, да. Поэтому- Слишком опытный Вадим, слишком опытный, нигде его не подловить. Значит, и за нами есть жигулятор на раме от УАЗа. Как вы уже все знали со моего стрим-канала. Ведет это к чему? Что этот проект делался, и по каким-то причинам, в принципе, никто ни с кем не ссорился, там тоже хорошие ребята, просто проект решили перевести к нам. Потому что даже ТЗ, как я понимаю, у клиента поменялось. То есть нет причины ни в коем случае бомбить на тот сервис. Даже если кто-то знает, где она делалась, да и без проблем. Просто ТЗ мы им подсказали. И, ну, короче, и нужно. клиент специфический, и тут мы Да. попались, и все вот это подтащило. Оффроуд. О. Я, двигатели ты. Да, в и общем, так далее. какие-то идеи, опыт, Да, наработки да, да, из да, моей да. уже более сколько конфигов перебрано, и у тебя в том числе, Да. мы решили эту машину переделать. Каким образом? Мы берем отсюда вот эту белую часть, все. То есть, И а салон. все. Нет, ну вот, вот все, что белое, сверху, всё, что сверху. оно все остается полностью. Снизу полностью. Полный сток сверху. Да, снизу как бы это все уходит, потому что, ну, вы все прекрасно знаете, что чтобы построить идеальный УАЗ, нужно убрать все от УАЗа. Здесь ребята уже приступили к этому процессу, почти получилось, но споткнулись о том, что все-таки УАЗ закрался, паскуда, в этот проект снизу зашел, так сказать, с тылу. Мы его оттуда вычленим. Сейчас 8Б посмеялся на запись. Соответственно, и сделаем там все сразу по уму. Потому что я уже делал Сразу по уму. сразу по уму. Очень нетипичный проект. Вообще Такого тренд. еще не было ни разу. Как Но с КамАЗом. да, именно. Но консолидируя опыт уже моих предыдущих проектов, мы теперь сразу знаем, что нужно делать. А в реализации за все это отвечает Вадим и в данном случае Олимп Авто. Ух. Да. Сказали, хорошо, весело, все получилось, класс, мы Да, красавчики. да. Дальше жопа на полгода, все. Здесь все будет классно.